Крушение судна Royal Edward. Это пассажирское судно, которое затонуло во время Первой мировой войны с большими человеческими жертвами при перевозке войск. Оно было построено в 1907 году как Кайроу для британской почтовой службы в Египте. Судно Кайроу было построено компанией Fairfield Shipbuilding and Engineering из Шотландии, было спущено в июле 1907 года и вступило в строй в 1908 году. В состоянии постройки оно имело длину 160 и ширину 18 метров. Судно приводилось в движение 3 паровыми турбинами и могло достигать скорость в 19 узлов. Вмещало до 1114 пассажиров в 3 классах, а именно 344 в первом классе, 210 во втором классе и 560 в третьем. Поступила на службу к Egypt Mail Steamship британской компании, которая обеспечивала быструю почтовую связь между Марселем и Александрией. Служба не увенчалась успехом, и судно Кайроу было поставлено на прикол в 1909 году. Далее было продано недавно созданной в Торонто компанией Canadian Northern Steamship в 1910 году, работающей под брендом Royal Line. Кайроу переименовали в Royal Edward и переоборудовали для Северной Атлантики. В начале Первой мировой войны Royal Edward был реквизирован для использования в качестве боевого корабля. 28 июля 1915 года Royal Edward погрузил 1367 солдат и офицеров в Иванмут. Большинство из них было подкреплением для британской 29-й пехотной дивизии с членами медицинского корпуса Королевской армии. Утром 13 августа мимо Royal Edward прошло британское судно «Судан», которое плыло в другом направлении. Обер-лейтенант Цур Зеехейна фон Хаймбург на немецкой подводной лодке УП-14 находился у острова Канделуса и видел оба судна. Он позволил «Судану» беспрепятственно пройти и сосредоточил свое внимание на Royal Edward без сопровождения, примерно в 11 километрах от Канделиуса. Он запустил одну из 2 торпед подлодки с расстояния примерно 1,6 километра и попал в корму Royal Edward. Судно затонуло кормой в течение 6 минут. Royal Edward смог подать сигнал СОС до того, как отключилось электричество, и «Судан» прибыл на место происшествия первым, развернувшись на 180 градусов, и за 6 часов спас 440 человек. 2 французских эсминца спасли еще 221 человека. По словам авторов Джеймса Уайза и Скотта Берона, число погибших на корабле Royal Edward составило 935 человек, потому что судно только что завершило учение, и большинство людей находились под палубой.